сейчас. И следующая наша сессия, следующий блок посвящен образованию в сфере современного искусства. Как и в предыдущем блоке, у нас будет два спикера. Один спикер из Британии, это Юашия Криса, профессор выставочных исследований и руководитель отдела искусства и дизайна Ливерпульской школы искусства и дизайна Университета Джона Мурса в партнерстве с Ливерпульской биеннале. Мы говорим об образовании в сфере современного искусства. Нужно ли образование? Может ли любой человек быть художником, как завещал Йозеф Бойс? Какие сейчас помимо художника существуют профессии в этой области? Будет очень интересно услышать вашу точку зрения на эти вопросы. Здравствуйте. Thank you for the invitation. Hello, good morning. Still good morning. Большое спасибо и спасибо за приглашение. Доброе утро, у меня еще утро. Меня зовут Яся Криса, и я представляю два учреждения: Ливерпульское биеннале и Ливерпульскую школу искусства и дизайна. Меня пригласили поговорить об образовании в сфере искусства в Великобритании. Естественно, я не постараюсь даже дать вам полное представление о том, что происходит в сфере образования в искусстве в Великобритании. Я просто поговорю об отдельно взятых примерах и о том, что происходит в отдельно взятых учреждениях. Итак, два учреждения, о которых я сегодня поговорю, чтобы дать вам самое общее представление об образовании в сфере искусства. Это Ливерпульская школа искусства и дизайна. Это пример учреждения, которое занимается формальным образованием. То есть мы выдаем дипломы и так далее, и так далее. И кроме этого я поговорю также о Ливерпульском биеннале, где тоже у нас есть образовательные проекты, которые менее формальны по своей сути. Начнем с нашей школы искусства и дизайна, немножечко об истории. Это за пределами Лондона самое старое образовательное учреждение в сфере искусства, которое представляет образование для рабочих, как изначально было заявлено в задачах института. Школа прошла много разных преобразований. Постепенно в него входили другие колледжи, другие школы. И это достаточно симптоматично, в принципе, для школ искусства входить в более крупные какие-то образования, в университеты, становиться частью. Например, у нас до сих пор осталась в Глазго школа искусства, но в основном школы искусства становятся факультетами каких-то более крупных университетов и существует в контексте междисциплинарных исследований. И у нас также более междисциплинарный подход, потому что мы сейчас являемся частью Ливерпульского университета Джона Мура. Это более такой университетский подход, который, с другой стороны, позволяет нам соединять и практику, и теоретические исследования. У нас достаточно широкий ряд предметов, куда входит и мода, и индустриальный дизайн, и архитектура. У нас есть междисциплинарные программы, такие как связь, которая следует связь искусства и наук. И у нас есть лаборатория, которая занимается вопросами выставочной деятельности. Каким образом наша школа искусства как факультет связана с другими факультетами и сотрудничает с другими учреждениями искусства и культуры в Ливерпуле? Позвольте вам рассказать. Вот здесь представлены различные учреждения
культуры и искусства, который у нас есть в Ливерпуле. Это ИТ Ливерпуль. У нас есть также ФАКТ. Это фонд искусства и культуры. У нас есть галерея, которая занимается медийным искусством, и, естественно, Ливерпульская биеннале. Мы не только занимаемся совместными программами, представляем друг другу различные возможности, но, кроме этого, у нас преподаватели университета работают в различных этих учреждениях. Таким образом, они переносят теоретические знания из своих исследований в эти учреждения, и практические наработки, которые они получают в этих учреждениях, приносят в свои исследования. И мне довелось работать как раз вот совместно в Ливерпульском биеннале, и помимо этого я преподаю в школе искусства и дизайна на факультете у нас. Итак, поговорим немножко подробнее о биеннале. Чтобы поговорить о том, каким образом образовательные программы проводятся в рамках биеннале, это скорее через создание более широкой экосистемы образования в сфере искусства. Мы уже говорили про биеннале Ливерпульское чуть раньше, уже упоминалось. Это одно из крупнейших событий в сфере искусства в Великобритании. И в рамках этого мероприятия очень большая работа идет с местным сообществом, с начальными школами. У нас есть специальные программы, ориентированные на младших школьников, которые проводятся между биеннале, в период между биеннале. Мы сотрудничаем с конкретными школами, с конкретными сообществами, устраиваем совместные проекты, в которых участвуют художники, участвующие в биеннале. Вот здесь примеры проектов, которые мы проводили в 2016-2018. Очень успешный был проект. Это был проект по созданию общественного сада. Сейчас, 2020-2021, у нас перед биеннале проводится программа мероприятий с участием художников, которые участвуют в нашем биеннале. Это мероприятие называется «Жидкий клуб». И это мероприятие нацелено на различные учреждения, на различные аудитории, в то время как на факультете, где я преподаю, мы ведем полноценную программу с присуждением ученой степени, диплома. На биеннале мы предоставляем возможность получения знаний бесплатно, но, может быть, это такой менее формализованный, менее системный подход. Другие учреждения, это, например, Институт искусства Сотби, который проводит короткие курсы. Здесь вот видно, какой у них каталог курсов. И мы знаем, что мы живем в глобализованном мире, и мы понимаем, как глобализируется образование. И большие учреждения, большие технические компании дают возможность проводить различные программы для аудитории самого широкого охвата.
И хотя мы существуем в контексте своей страны, мы отвечаем на глобальные тренды и запросы. Google, как один из крупных цифровых гигантов, имеет свой проект, который стремится донести мировую культуру до самых широких слоев населения через какие-то онлайн-курсы. У нас есть гранты, в рамках которых ведется сотрудничество между исследователями искусственного интеллекта и художниками. Естественно, это далеко не полный список того, что у нас происходит. Мне хотелось просто, чтобы вы понимали охват и масштаб. Но есть ли запрос на эти программы? Но смотрите, у нас сейчас такой интересный контекст в смысле пандемии. И, в принципе, общая ситуация в Великобритании, есть запрос на техническое образование и в ущерб образованию гуманитарному. Но в то же время мы понимаем, что любые образовательные программы в сфере искусства, они достаточно дорогостоящие, они требуют больших помещений, например, выставочных зданий и так далее, выставочных площадок, государственное финансирование гуманитарной сферы снижается. Но, однако, мы видим, насколько растет запрос со стороны студентов. В прошлом году у нас на 50% вырос объем заявок от студентов. В этом году еще на 50%. К сожалению, мы не можем принять всех, кто хочет у нас учиться. И очень интересно видеть этот тренд вне зависимости от глобальной пандемии, когда кажется, что кому сейчас нужно образование в сфере искусства. Нет, мы видим абсолютно противоположное. И надеемся, что эта ситуация сохранится. Понятно, что хотелось бы увидеть эту дискуссию в более глобальном масштабе, но вот мы видим большой запрос на кураторские программы, который начался еще с 90-х годов, и требования, все более возрастающие требования к профессионализму. Но насколько действительно нужен человеку диплом или учебная степень, или сертификат, какой-то диплом университета для того, чтобы быть или художником, или куратором? Вчера я сама об этом думала. Действительно, а что дает диплом? Чем он помогает? У нас же столько разных программ в различных учебных заведениях. Они так сильно отличаются друг от друга. Зачем все это нужно? С другой стороны, мы понимаем, насколько высока конкуренция на в современном арт-пространстве. И насколько сложен наш нынешний мир, где мы должны понимать не только собственное мышление и то, чем мы занимаемся, но и понимать вот эти источники вдохновения, какие-то смежные области. И в этом смысле образование в сфере культуры, факультеты, искусства, они обогащают каким-то образом человека, чтобы он мог больше впитать свою практику, чтобы он обрастал связями по ходу обучения. И это как раз и готовит человека к работе в современных
условиях, но я думаю, что это дискуссия совершенно другого порядка, на которую у нас сейчас не хватит времени. Но у вас еще был какой-то вопрос, напомните мне, пожалуйста. Из нашей аудитории поступил вопрос, есть ли в ваших учреждениях студенты из России и трудоустраиваются ли они затем в Англии? I'm not aware. So we have over 1,200 students. If we're talking about our art У school. нас где-то 1200 студентов. Я точно не знаю, если среди них россияне, но знаю, что у нас есть студенты-иностранцы, достаточно много. Вы отслеживаете ли вы как-то трудоустройство ваших студентов? Да? Проявляете ли вы какую-то заботу и дальнейшее продвижение для них? So this is very interesting question. One of the Вопрос очень интересный. Один из ключевых критериев для нас – это как раз насколько человек потом может трудоустроиться. Мы же работаем в секторе, в котором не так много возможностей для какой-то такой формализованной работы. Поэтому, но, с другой стороны, нас как университеты оценивают именно с точки зрения, как и каким образом устраиваются наши студенты, какие навыки им пригождаются и так далее. Северо-запад Англии – это достаточно интересный случай, потому что здесь самое большое количество учреждений, где можно найти работу с дипломом в области искусства. И, наверное, второй по значимости город у нас – это как раз Ливерпуль. Хотя все равно возможностей не так много. Поэтому, конечно же, отслеживаем, куда поступают наши студенты сразу после выпуска и через 5 лет, где они работают. И очень интересно на это смотреть, потому что есть, конечно, очень большие изменения. Некоторые потом переезжают куда-то. Я, конечно же, по памяти не назову вам никакие данные, но мы считаем даже и фрилансеров, и тех, кто работает не в учреждениях, а работает самостоятельно. Спасибо. Спасибо большое. Thank you. Thank you so much. Thank you. Да, спасибо большое за выступление.